Когда медведь бросился в воду, на берегу раздались испуганные крики. Он плыл прямо к девушке, которая из последних сил пыталась удержаться на поверхности. Никто не понимал, что произойдет в следующую секунду. Спасет он ее или все закончится трагедией? Несколько лет назад Алина работала в северном заповеднике среди густых еловых лесов. Сразу после окончания колледжа она уехала туда по распределению, чтобы ухаживать за дикими животными. Именно там в ее жизни появился раненый бурый медвежонок, которого нашли в капкане. Он был истощен, агрессивен и никому не доверял. Каждый день Алина приходила к его вольеру. Она садилась неподалеку, спокойно разговаривала, оставляла еду и старалась не делать резких движений. Долгое время медвежонок отвечал лишь рычанием. Но однажды он замолчал. Затем начал осторожно подходить ближе. Спустя несколько месяцев он впервые аккуратно взял кусок рыбы прямо из ее ладони. Она дала ему имя Буран за силу и упрямый характер. Почти 2 года они находились рядом. Медвежонок вырос в мощного бурого медведя, но в ее присутствии оставался спокойным и не проявлял агрессии. Позже заповедник закрыли, а животных выпустили обратно в тайгу. В тот день Буран долго стоял у края леса, словно запоминая Алину, а затем исчез среди деревьев. Прошло 5 лет. Алина уже жила в другом городе и почти убедила себя, что тот период остался в прошлом. Летом друзья пригласили ее на Байкал. Палатки, костер, прохладная прозрачная вода. Утром они отправились купаться. Внезапно из леса вышел огромный бурый медведь. Он без колебаний направился прямо к воде. Началась паника. Девушки бросились к берегу. Алина поскользнулась на камнях, ударилась и ушла под воду. Ее грудь сжигала, воздух закончился. Когда она снова вынырнула, медведь был уже совсем рядом. Но он не напал. Он нырнул под нее и осторожно подтолкнул мордой к мелководью. Его движения были сильными, но при этом удивительно аккуратными и точными. Когда она выбралась на берег, дрожа и кашляя, ее взгляд упал на заднюю лапу медведя. Там был длинный шрам, тот самый след от старого капкана. Это был Буран. Он посмотрел на нее спокойно и внимательно, словно проверяя, все ли с ней в порядке. Затем развернулся и тихо ушел обратно в лес. Позже не все поверили в эту историю, но ее друзья видели все своими глазами, и Алина больше не сомневалась. Он ее помнил, и она его тоже.